Всем привет, зрители моего кулинарного канала и особенно любители баранины, которые хотят приготовить вкусное блюдо, но не знают какое. Сегодня я приготовлю английское баранье рагу с картофелем. Короче, начнем приготовление. У меня здесь вот такой вот зачетный бараний окорок. Можно мясо в любой взять, шейку, лопатку. Сейчас я обрежу мякоть. Если какие-то пленки есть, удаляем. Жирочки я оставлю, он подвытопится. И нарезаю мясо на небольшие кусочки, которые будет удобно кушать в готовом блюде. И дальше я сразу подготовлю овощи. 2 небольшие луковицы нарежу на полукольца. 2 средние морковки на небольшие кубики. Кстати, овощи можно взять любые. Если есть сельдерей, можно легко добавить. Репу, даже брюкву, если найдете. Ну и погнали готовить. В чугунную сковороду вливаю немного растительного масла и кидаю небольшой шмат сливочного. Ну и когда сковорода хорошо нагрелась, сюда я отправляю кусочки баранины и буду их обжаривать до золотистого цвета. Смотрите, друзья, фишка такая. Это жаркое не тушится, как мы привыкли. Обычно это жаркое запекается в духовке. Поэтому я буду использовать чугунную сковороду. В ней я сразу все это обжарю, приготовлю, добавлю там картошечки потом и отправлю в духовку. Если у вас нету, допустим, такой чугунной сковороды, чтобы сразу все одновременно приготовить, вам придется тогда все обжарить, допустим, на отдельной сковороде, потом все переложить в керамическую форму для запекания и потом уже запекать в духовке. Ну вот, смотрите, мясо уже поджарилось. Слишком сильно не нужно ужаривать мясо. Мне вот нравится уже цвет, поэтому сейчас я мясо убираю со сковороды на тарелку. А дальше я сюда отправляю обжариваться сначала лук. Смотрите, как лук меняет свой цвет. Это он собирает все со дна сковороды. Все вот эти вот вкусняшки, оставшиеся от обжаривания мяса. Запах сейчас стоит просто классный. Здесь у меня жир с баранины вытапливался, поэтому масла в принципе достаточно. Если вы видите, что маловато, сухо получается, добавьте еще немного сливочного. Ну и теперь пришла очередь морковушки. И все это на среднем огне. Я думаю, где-то минуточек, наверное, 5. В общем, будет смотреть, как размягчается морковь. Обжарю. Так, я думаю, достаточно. Мне все нравится. Дальше я сюда добавлю 1 чайную ложечку базилика. И вот прям совсем немножечко, видите, на кончике мускатного ореха. Перемешаю. Обратно в сковороду возвращаю кусочки баранины. Сейчас я добавляю сюда соль. Чуть позже доведу по вкусу. И 1 столовую ложку муки, чтобы загустить соус. Прям все немного перемешаю, чтобы обжарилась мука. И добавляю сюда куриный бульон. Кстати, можно заменить водой, если нет бульона. Сами понимаете, с бульоном намного вкуснее. Все это перемешиваю. Огонь, кстати, можно уже убавить, сделать небольшим. Вот уже вижу, что сейчас соус загущается. Кстати, бульона немножко нужно. Вот видите, если мясо с овощами не очень сильно покрыто, так вот будет достаточно. Сюда я брошу лавровый листик для вкуса и аромата. А пока можно накрыть крышкой и заняться картофелем. Картофеля нужно столько, чтобы он полностью покрывал мясо с овощами. Режу картофель вот на такие вот слайсы. И вот так вот сверху выкладываю дольки картофеля, чтобы все полностью покрыть. Сверху картофель смазываю растопленным сливочным маслом.
Немного присаливаю картофель. И немного сверху можно присыпать сушеным тимьяном или базиликом. Далее в несколько слоев закрываю сковороду или, если у вас нет сковороды, форму фольгой. И отправляю в разогретую духовку. Час буду держать под фольгой, 160 градусов. Потом фольгу снимаю, прибавляю, я думаю, до 200. И где-то еще полчасика, чтобы подрумянилась картошечка. Ну что, осталось только дождаться, когда блюдо будет готово, и будем дегустировать. Смотрите, картошечка приготовилась, а там внутри нежнейшее мясо, я уверен, во вкусном соусе. Ну и теперь можно снять пробу. Всем обязательно советую приготовить. Вы не пожалеете. Но не забывайте, что это блюдо обязательно должно готовиться из баранины. Вы смотрели канал «Двойная порция». С вами был Александр. До скорых встреч!